Существует поговорка: если бы Земля была плоская, то кошки бы давно уже все с нее скинули. А теперь проверим эту поговорку при помощи кошек, наших главных
Я расположил на модели плоской Земли различные объекты, которые были бы интересны для кошек. Когда эти объекты были статичны, кошки с ними не играли. Когда же этим объектам придавалась динамика, кошки обращали внимание и играли с ними некоторое время. Но как вы увидели, кошки не скидывали все с модели плоской Земли. Кошкам более интересны динамические игрушки, нежели статические. Дело в том, что плоская Земля статическая, а сферическая Земля динамическая. Подумайте сами, с какой Земли кошки бы скинули все. 9 место. Гравитация сделала бы земной диск сферой. Так думают те, кто остались в модели сферической Земли, потому что в этой модели предположительно гравитацию создает кристалл, который находится в центре Земли. Но если предположить, что Земля диск, можно представить под земным диском дисковый кристалл, который создает также гравитацию. И если гравитация превратит земной диск в сферу, то что же, в предполагаемом космосе каждый метеорит должен превратиться в сферу? 8. Не верите научным достижениям? Научным достижениям верим, не верим обманам, которые прикрывают словом «наука». Рассмотрим график термосферы. Начиная с 90 км и до 800 км температура резко растет. От 200 до 2000 кельвинов. Проверяем, переводим кельвины в градусы. 2000 кельвинов – это 1700 градусов Цельсия. Посмотрим на температуру газовой горелки. От 800 до 1900 градусов Цельсия. Температура плавления железа. 1500 градусов Цельсия. У нас 1700. Температура плавления алюминия. 660 градусов Цельсия. Летательные аппараты делают из алюминия. 1700 градусов термосфера. И вот что получится с летательным аппаратом при входе в термосферу. Не сразу, но набрав высоту, получится это. Дальше пишут фантастику. Высокая температура воздуха в термосфере не страшна летательным аппаратам, поскольку из-за сильной разряженности воздуха он практически не взаимодействует с обшивкой летательного аппарата. И это просто фантастика. Берем формулу зависимости плотности от давления. Плотность воздуха равно абсолютное давление, малярная масса делить на универсальную газовую постоянную на абсолютную температуру в кельвинах. Берем все константы. Плотность воздуха, малярная масса, универсальная газовая постоянная константа. Осталась плотность воздуха наверху, температура внизу. Прямо пропорционально плотность воздуха, обратно пропорционально температура. То есть с понижением плотности воздуха возрастает температура. И такое происходило всегда. И то есть то, что здесь написали, высокая температура не страшна летательным аппаратам, это просто чушь. А почему фантастика? А потому что рядом с газовой горелкой в пламени низкое давление, низкая плотность, низкий объем, но температура высокая. Вне газовой горелки наоборот. Далее смотрим формулу. P1V1 делить на T1 равно P2V2 на T2 в термосфере. Понижается давление и объем воздуха, температура повышается. Никакое соударение молекул здесь не причастно. Это, можно сказать, газовая горелка, и аппарат летит через газовую горелку. И сколько он пролетит? Минуту-две. На третьей минуте он расплывется. На четвертой либо экипаж погибнет, либо спутник сгорит. И все. Через термосферу пролететь невозможно на металлическом, на алюминиевом самолете, ракете, шаттле. 7. Нет космоса. А что тогда наблюдается в небе? Дело в том, что не нет космоса, а нет такого космоса, которому нас учили. Нет вакуума, нет гравитации. Нет планет, вращающихся вокруг звезд. Есть звездный диск, вращающийся. Есть Солнце и Луна, вращающиеся.
Вот весь космос. Купол, Земля, вода. Космос другой. 6-е место. Если Земля плоская, то она также может иметь форму квадрата или форму чемодана. Дело в том, что утверждение о том, что Земля плоская, это не просто утверждение. Оно основывается на доказательствах, и их больше 200. А всякие утверждения «Земля квадратная», «Земля вогнутая», «Земля формы чемодана» – это просто гипотезы, просто догадки, у них нет научных доказательств. А у плоской Земли есть научные доказательства того, что это действительно так. 5-е место. А, это там, где слоны и черепахи? В детстве мы все слышали историю о том, что наши предки имели представление того, что Земля плоская, стоит на слонах, слоны стоят на черепахе. Но потом нам сказали, что это всего лишь сказки, а наука доказала нам, что Земля сферическая и вертится с огромной скоростью, есть звезды, вокруг звезд и так далее. И мы поверили в то, что Земля сферическая, и с детства нам заложили такой шаблон, что Земля не может быть плоской. Дело в том, что теория плоской Земли это не просто теория. Это теория, у которой есть доказательства. Существует минимум 200 доказательств того, что наша Земля плоская. И в этих доказательствах вы не найдете ни слонов, ни черепах. А детские представления о том, что Земля плоская это неправильно, Земля плоская это миф, а наука доказала обратное, вот это и есть миф, это и есть кодировка, которой нас закодировали с детства. И от нее надо избавиться, чтобы мыслить шире. 4-е место. Евразия и Австралия одинаковых размеров. А вот карта Евразии. Это Европа плюс Азия. Теперь откроем карту плоской Земли и посмотрим и сравним Евразию и Австралию. Посмотрите, ну где здесь одинаковый размер? 3-е место. Если Земля была бы плоской, то вода вытекла бы через край. Да, вода вытекла бы через край. Но на краю земного диска существует ледяная стена высотой 70 метров. И из-за этого вода не вытекает. Как вы знаете, лед в своем состоянии может сдерживать воду, а там температура низкая, потому что солнце до туда практически не доходит. Ледяная стена способна сдерживать воду, и поэтому вода не стекает через край. Если Земля была бы сферической, то вода из нее вылетела бы под действием центробежной силы. 2-е место. Австралии нет. Видимо, имели в виду, Антарктиды нет. Никогда сторонники плоской Земли не говорили о том, что Австралии нет. Австралия вот. 1-е место. И лидером абсурдности стало заявление: те, кто верят в плоскую Землю, у них плоский мозг. Плоская Земля это что? Плоская Земля это место, в котором нам удобно находиться, по которому нам удобно ходить. И что, если человек имеет плоский пол, по нему ходит, это значит, что у него плоский мозг, что ли? Или что? Люди, которые верят в сферическую Землю, у них что, сферический мозг? Они что, сферомозглые? Как-то нелогично, по-моему, мозг имеет какую-то другую форму. И форма Земли никак не может относиться к форме мозга. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.